Добрый, представьтесь, пожалуйста. Сычук Владимир Николаевич. Ваша дата рождения? 11.01.79. Друзья, смотрите, почему такая съемка? Потому что был не готов, я не готов, не брал ни штатив, ничего. Ну, тут интересная просто история. Человек готов рассказать, поделиться эмоциями и ощущениями. Где вы родились? Луганская область, город Брянка. Город Брянка. Расскажите в нескольких словах ваш жизненный. В 2010 году вы... Была осечка в жизни. За воровство отсидел 2 срока. Вот. И мать, как последний раз освободился, предложила уехать в Крым. Что и сделали, уехали в Крым. Уехали в Крым. Это в каком году было? В 2010 году. Что вы делали в Крыму? Работал в монастыре года, наверное, 2,5. По стройкам работал, по садам работал. Ну, где была возможность, вот, везде работал. Прошу в камеру не выдыхать, а туда в сторону. По возможности везде как бы работал. Вот. Потом Крым перешел в Россию. Вы участвовали в референдуме? Нет. У нас большая часть не участвовала. Большая часть не участвовала? Конечно. А сколько так ваших знакомых участвовало? Да вообще никто там практически. Вот с улицы там, может быть, человек 1 ходил. Ого, вообще никто не ходил? У нас больше кто в центре был, толпа, все. Понятно, что было дальше? Когда вас мобилизовали? 3 ноября. 3 ноября вы получили, ну, расскажите, чтобы я... Получил повестку, пришел в военкомат. Это в каком городе? Город Керчь, Крым. В Керчи, да? Понятно. Оттуда поехали, собрали нас в 5 автобусах, доехали до Краснодара. Там мы поели в каком-то учреждении. Вот. Или институт, или что-то такое было, ну, большое территория. Поели, пересели в другие автобусы и поехали в Луганск. Вот. А вы гражданин Украины? Да. У вас украинский паспорт? Да. Вы получили в Крыму паспорт русский? Нет. Только, как сказать, временная прописка по договору. Вас мобилизовали гражданина Украины? Да. Много таких, как вы, было? Да. Ну, сколько человек? Ну, знаю, человек 10 было. Человек 10? Да, это кого я знаю. Ну, с кем так. У них тоже украинские паспорта? Да. Многие беженцы, кто с Донецка, кто с Луганска. Ну, уже давно. У кого есть статус. Когда вы приехали на территорию Луганска? Ну, примерно вот мы ехали весь день и под ночь, и под утро приехали. Это какого числа? 3 мы выехали, 4 числа. 4 ноября. Да. Что там было дальше? Нас расформировали на какой-то завод в Луганского, ну, на окраине Луганска, сельхозтехникум по скрещиванию зерновых и бобовых культур. Понятно. Вот. Там было 4 этажа, вот, мы жили на 1 этаже. Вот. Все очень быстро происходило. Я так долго даже не мог сообразить, ну, что это все происходит. Как. Вот. Переодели нас, дали нам бронежилеты, железные каски. Вот. На полигон 2 дня мы съездили. Кто-то картами занимался, кто-то более тяжелое вооружение. У вас какая должность была? Сержант пехота. Сержант пехоты. А почему сержант? До этого служили? Да, ВВ, в внутренних войсках, Ага. в Запорожской области. Сколько вас на полигоне дали пострелять? 2 дня мы стреляли. 2 дня. Да. Я забыл спросить, вы даете добровольное согласие на запись и публикацию этого видео? Да. Это добровольная беседа, просто я услышал там вашу историю, ваши руки увидел и задал. Покажите, пожалуйста, руки ваши. Да, и обратной стороной.
Да, собственно говоря, спасибо. Я увидел грязные руки и спросил, почему они не отмыты. Вы сказали, Вытаскивали 200-х, это покойных военнослужащих, ну, служащих в Луганской Народной Республике, в Донецкой Народной Республике, также само Вагнер. ну, смотрите, и вагнеровцев. Да, мы носили все. Почему руки грязные до сих пор? Вы сколько в плену уже? С 3 числа. С 3 декабря. Да, Ну, то есть, по сути, там 10 дней. да. Ну, я видел ваши руки до этого, они были вообще черные. Почему все равно у всех будет такой же вопрос, как и у меня 10 минут назад? Почему вы не можете их отмыть? У вас же есть мыло? Есть. Ну, я знаю, что есть. Отмываю, и в баню хожу, и даже антисептиком просто уже въелось настолько земля, это все в руки, вот он, что очень трудно оно, ну, выходит все. А так уже вот практически руки уже, ну, более отмылись, вот. А так оно вот все повъедалось. Вторую руку покажите. Вот. Жесть. А как получается, вы были в отряде, который занимался... 1-й батальон, 3-е отделение. Вот 11 числа вы уже начали воевать, да? Или после Нет, полигонов? После полигона мы поехали в Попасное, нас там распределили, вот. Первый раз там БК немного день-два погрузили, 200-х помогали грузить, там машины. Потом мы уже поехали на позиции. Вот. Первая ротация у нас была вот на позициях. 5 дней мы побыли, нас поменяли, вот. Мы 5 дней отдохнули, потом опять поехали. Ну, можно сказать, ну, отдых был за занятием 200-ми. Сколько вы трупов, ну, руки грязные, потому что вы в земле ковырялись? Да, вот, после дождей были люди, вещи все грязные, берешь эти, ну, просто уже, кто-то уже разлагался, просто уже. И там, ну, были оторванные части, вы их собирали. Сколько вы дней этим занимались? Грубо говоря, вот вышло до момента попасть в плен где-то дней 10-11. Сколько вы 200-х за 11 дней? Больше 50. Больше 50. Да. Что с ними было дальше? Вы их выносили с поля боя? Несли в точку эвакуации. С точки эвакуации докладывали командиру своему отделению. Командир отделения в штаб. Со штаба приходила машина. Я вас понял. А потом куда они ехали, трупы эти? Ехали в Попасное. В Попасное? А с Попасного уже в Первомайку. Ну, 55 трупов это много. А 300-е были? Очень много. Очень много, это сколько в количестве? Что увидел, больше десятка. Это в основном осколочные ранения. Всего 10 или 10? Больше 10. Это что я видел. Ну, За это, 10 дней? Да. Ну, Так 300. получается 200-х больше? Да. Покойных очень много. Это на каком участке линии фронта? Сколько вот ваш сектор, где вы собирали их? Сектор был очень маленький. Примерно, сейчас я вам скажу, по метрам, ну, может быть, метров 20, 25-30. Вот так вот. 55 двухсотых на 30 метрах? Да. Это они там были и вы их эвакуировали, или они там каждый день появлялись? Нет. Это, которые были, мы всех оттуда их эвакуировали. А туда что-то прилетело, что получается? 3 было воронки больших. От 3 воронки? От чего такие воронки, я даже не знаю. И вы 10 дней оттуда их вытягивали, Да. по запчастям, Всех. можно так сказать. Всех вынесли. Всех И вынесли? своих, и вагнеровских, всех вынесли абсолютно. Было даже 2 украинских. Двое луганских. Нет, украинских. А, каких? Украинских военнослужащих 2. А, тоже? Всех вынесли, всех, никого не оставили, всех вынесли. Я могу утверждать, что людей гонят на убой? Есть такое. Расскажите про такое.
Но люди, можно сказать, не военнослужащие, большую часть, кто за свое время, может, даже и не стреляли толком, большую часть людей. Вы сейчас гляньте, одни сейчас пенсионеры, одни пенсионеры. Сейчас воюют практически одни пенсионеры. Сколько вам полных лет? 40, через месяц будет 43. Ну да, я знаю, что там, где вы содержитесь, там тоже все, молодняка нету уже, в принципе. Ну, мне тоже 40, грубо говоря, но выгляжу по-другому чуть-чуть. Как вы попали в плен? Переписывал 200-х. Вот. И меня позвали, думал, это ахматовские стоят. Вы видели тиктокеров? Нет, военнослужащих. Не, ну Ахмат или добровольцы? Это добровольцы. Ну, такие же самые, как... Как и вы, только приехавшие через Чечню. Нет, тоже Донецкие, Луганские, ну, так называется подразделение. Ахмат, Да. ну, я знаю, Ахмат сила, Ахмат чай, у нас говорят. Может быть, у вас как-то... Ну, Ахмат чай, потому что чай есть Ахмат. Ну, там в основном практически русские были. Ну, кого я видел вот, на позиции. Бородатых там не было, именно чеченцев. Нет, ни одного не видел. Понятно. Может, они где-то сзади стоят. Что значит переписывали 200-х? Смотрел, где наши, первого бата, второго бата, Ахматовский и Кашников, вагнеровских. Я понял, Кашники. Да. Всех переписывал, вот, с бугра мне крикнули. Вы типа искали в них документы какие-то? У кого есть документы, у кого жетоны, вот. У меня вопрос, у вас перчаток не было? Нет. И не выдавали или... Ну как строительные варежки, но у них неудобно. Их приходится снять. Вот и все. Я могу утверждать, что вы копались в крови? Нет. Ну, или они уже... Ну, в крови я прям, ну, в кровь не лез. Не, ну понятно. Ну, имелось в виду, что все равно же форма в крови. Да, там. да. Как спалось вам в эти дни? После вынесения Да. я даже не могу понять, ну, не могу вам объяснить. Каким? Я не понимаю, сплю я или не сплю вообще. Ну, мне видится все это, как вживую. Вернемся к вопросу, как вы попали в плен. Описывали вы 200-х? С горки крикнули: иди сюда. Я говорю: Ахмат. Он говорит: иди сюда. Ну я и пошел. Поднялся на горку. Оказались украинские войска. Вот так и попал в плен. Побили? Ну, воспитать воспитали. Да. Ну, это как бы... Я на самом деле не могу понять одного. Почему вы это уже вас мобилизовали намного позже первой волны? Вы что, не знали, что происходит? Что полноценная война? Толком нет. Оно же, ну, никто не показывает всего. Что ну, действительно на самом деле происходит. На самом деле, ну, не говорят, что там убитые есть. Просто говорят, показывают раненых. Все по телевизору. А когда увидел своими глазами, я просто понял. С 1 января вас, скорее всего, отправят еще раз. Вы сказали очень интересную вещь еще до записи. Ну, то есть, если вас поменяют, вы попадете назад, что вы сделаете для того, чтобы не воевать? Наступлю на лепесток, чтобы оторвало ногу. Чтобы только не идти не воевать. Это не мое. Не моя война. В вашем случае вообще непонятно. Вы гражданин Украины, идете воевать против граждан Украины. Ну, это вообще полная дичь. Кто вам командовал? Ну, нами, вот у нас был командир позывной «Защита». Молодой пацан, ну как молодой, может быть лет от 35 до 40. Он мобилизованный или кадровый? Он донецкий. Он офицер? А я не знаю, ну, ни у кого нет даже звезд, ни погон, ничего нету. Не определили, что они есть вообще на самом деле.
Вообще ни у кого нету звезд. Вот кто вот на передовой, ни у кого нету звезд. Ни нашивки, только нашивки есть. Все. Какое отделение там или к кому ты относишься. Все. У Кашников были браслеты на руках, вам что-то говорили про них? Да. Что вам рассказывали? Что это ВИЧ-инфицированные. Вы таких видели там? Да. И вы голыми руками их носили? Да. Вы понимаете, что вы могли заразиться? Да. Там браслеты нескольких видов есть. Белые и красные. Красные это ВИЧ-инфицированный. И вместе попадались и белый, красный, И красный. белый это гепатит. Как вы... У кого-то и не было. Может быть, они где-то и были. Вот. Ну вы лично видели и вы Двоих я лично видел. и несли их. Да. Ну, мы их сразу в мешок ложили. Брали за вещи, ложили в мешок. Но все равно понимаете, что если у вас был маленький порез где-то на руках, вы могли спокойно заразиться. Я понимаю, но навряд ли. Нормально воевать ощущения с зэками, ВИЧ-инфицированными? Как вам сказать? Они с нами практически, они чуть в стороне от нас стоят. Либо впереди стоят от нас, мы сзади стоим. Вот. Особо мы толком, можно сказать, даже не стреляем. Мы стоим как бы на оттяжке. Неожиданный вопрос такой. Что вы между собой разговаривали? Вы же не один там эвакуацией занимались. И их не выносили тоже, ихние пацаны, вагнеровские. Не-не-не, мы же между собой разговаривали. Имеется в виду, на какие темы вы разговаривали, о чем? Разговор. Вот что вагнеровцы вам рассказывали? Они практически, очень редко, когда о чем-то говорят. Они стараются, держаться самим по себе. Да, у них есть такой приказ, ни с кем не общаться. Хлопцы практически все молодые, очень молодые хлопцы, но есть старики. Вот. Им сказали своих не бросать. Вот. Они могут только вынести своих, других просто могут даже не выносить. Не так сразу, но они их вынесут. Там с промежутком времени, но они их вынесут. Вот. Многие, кто пятисотится. Пропадают? Нет, это... Отказываются? Да. Среди них? Да. У них обнуление за... Нет. Но они нам сами рассказывают. Вот я кого видел, просто получил пизды, и все. И был в группе эвакуации. Ну, там многие кто так. Ага, то есть тех, кто отказался, их не 200, это просто не шлют на передок, а они У участвуют... них просто забирают оружие, и все. Они ходят без оружия. Хорошо, а ваши? У нас так же само командование отношения. Между собой вот вы ночью общаетесь? Очень редко. Днем можно. Днем Днем можно прийти на позицию к ним, поговорить, там чаю попить с ними. Вот. с вагнеровцем. Да. Что они, что-то же рассказывают? Много чего рассказывают. Расскажите. Я бы такой бы, большую часть бы не говорил бы просто. Чего? По сути, это интервью наше, это хроники войны. Потому что мы должны же понимать, с кем мы воюем, какое у них там моральное состояние. Моральное состояние у них идти до последнего. Вот такое есть. Но многие, кто, как сказать, вот как они говорят, лишь только из-за того, не из-за денег, не из-за чего-то, лишь только что жизнь начнется с чистого у тебя листа. То есть у них работает эта легенда, что Да. если выживешь полгода, Да. то тебе все простят. Да. Вот это единственное, что их мотивирует. Не деньги, там, ничего, либо еще там. Их вот это вот мотивирует. Ну, я бы, например, понял бы, потому что сам бывший такой. Вот. Но тогда такого не было при Украине. Вот. У них и менталитет совсем другой. Чем мы отличаемся?
украинцы от русских? Да. Ну, скажу, допустим, за луганчан, вот, люди дружные, помогают друг другу. Не так, как у них. Каждый сам за себя у них получается. Мы стараемся помочь как-то друг другу, вот, а у них совсем по-другому как-то это все происходит. Расскажите пример любой, если хотите. О чем вам такое рассказали? Вот реально интересно, что вам такого рассказали, чтобы... Пепельница. Что вам такого рассказали, что вы не хотите этим делиться? Ну, вот реально интересно. Ну, многие, кто бы убежал бы оттуда бы просто. Это безусловно, мы это знаем. Это многие, кто бы просто. Но Ну, вы не вагнеровец, вам ничего не будет. даже среди нас есть такие. Ну, нас то бежать-то некуда. Почему нет? Ну, куда я побегу, допустим? Ну, а заградотряды там были, У нас нет. а у них? У них, да. У них все возможно. Не скажу, ну, точно, как бы, ну, часто у них стали люди пропадать в последнее время. Вот я, когда последний раз приехал, я вот когда-то разговаривал, у них 3 человека пропало просто. Пошли, пропали. Ну, скорее всего, что, может быть, даже ноги дали. Сбежали. Да. Ну, бежать куда, допустим, если ты толком не знаешь область, куда бежать, кому бежать? Так как им рассказывают, как они говорят, что у них в плен не сдаются. Надо себя взорвать. Я не взрываюсь, а реально? Навряд ли. Ну, вы знаете, что они есть в плену. Да. Вы знаете, да, количество их, что их много. Очень много. Но что с ними будет дальше? Это, ну, ничего дальше. Что луганчане рассказывают, которые с вами, опускаем тему вагнеров? Луганчане, их уже это просто, уже устали они от этого всего. Настолько устали, что они даже, опускаются руки даже. Пьют, начинают пить. Просто начинают пить. Бухают, короче. Да. Ну, уже вот, что я вот насмотрелся, как бы, мне этого в достатке. Я в жизни столько не видел просто. Просто молодых пацанов, просто. Где просто нету запчастей никаких. Где-то нога, где-то полголовы лежит. И ради чего? Кто мне это может сказать? Из-за чего? Но ради чего это все происходит? А это я хотел вас спросить, ради чего? Я вот сам не понимаю. Я вот до сих пор не могу понять, из-за чего все это, все произошло. Не, ну ответы эти есть, из-за чего? Из-за того, что... Могли бы жить, без войны, там, хотите быть ЛНР, будьте ЛНР, там, или там... Нет, что такое, что значит будьте ЛНР? Чтобы не было войны, это, можно было бы как-то, договориться, это все решить. Чтобы не было войны, идиоту Путину не нужно было в 2014 году это все начинать. Не нужно было присылать сюда стрелковых, моторов всяких, чтобы не было войны. Кормчий решил, что у него все получится как с Крымом, но не получилось. Да, наши тоже... А что там в Крыму? Там даже частей толком нет, это в Крыму. Я вот сколько пожил там, вот я вот проехал, единственное, это вот только живет только Севастополь. Чем все закончится, ваше мнение? Даже не могу вам сказать. Но очень много будет. Жертв очень много будет. Жертв так уже очень много. Еще будет больше. Намного будет больше. Если он сейчас просто объявит полную мобилизацию, это будет беда просто. Для многих людей. Просто будут сдаваться толпами. Это такое. Смотрите, в Рашке говорят, что последняя сводка ихняя, что погибших 6 тысяч человек. Мне кажется, намного больше. Как бы, намного больше. Я думаю, в десятки раз больше. За 9 месяцев войны
по подсчетам. Может быть, 1060-70, это точно. Ну, это вот сводки нашего генштаба. Это может быть даже не военнослужащих, не регулярной там армии, вот, не мобилизованных, а совсем других. Я хочу спросить вопрос, задать. Кто лучше воюет? Наши украинцы, ЗСУ, или ваши, рашки? На этот вопрос вам не отвечу, так как толком я даже не воевал и не помню. Но с вашей стороны более точнее все. Ложат. Попадают, да? Да. А с обеспечением как было? Вот вы уже, по сути, декабрьский. Ну, С едой проблемы были? с едой нет, проблем нету. Вот у нас нету проблем. Вот у Вагнера есть. Вагнер не доедает? Ну, им пайки дают. Пайки, а выше ели? А у вас кухни полевые? Нет, у нас вот мы на каждых 5 дней вот идем на позицию, допустим, вот делаем. Мы с собой несем продукты. Крупы, воду. Где вы их берете? Сразу. Выдают, да? Да. Вот, Вы сами готовите себе там? Да. Ну, на горелках. Вот. Так это же ненормально. Что есть? Вообще ненормально. То есть солдат не должен в окопе готовить себе. На оттяжке должны приготовить горячее и... Ну, получается, оттяжка, как вам сказать? Вот, допустим, позиция, где идет интенсивная стрельба, и буквально там в 300 метрах стоит уже другая позиция на оттяжке. Если они будут отходить, эта группа их прикроет. Все. Так такового тыла нету, получается? Такового тыла нету. Нет, тыл где-нибудь Нет, есть. понятно, ну, имеется в виду там, в 3-километровой... Где... Больше даже, может быть. Ну. Больше даже. И чтобы, допустим, отвезти 300, надо, может быть, вести километра 4-3 раненого. Отнести. Или... Ну, вы сказали 300-х 10 человек было. Вот. Но это немного. Это что я видел. Это с нашей стороны. А там же не одна сторона. С 50 метров это, грубо говоря. Да. Это же с другой еще позиции там есть. А ну что ж по посадкам, если так вот встать посередине и смотреть на это все, когда происходит артобстрел, намного будет больше. И что такое железная каска? Броник у вас был? Да? Но хороший или? Как вам сказать? Вы просто... Я спросил хороший после интонации вашего «да». Таких, наверное, бронежилетах уже никто не ходит. 70-х или 80-х годов. Вторая защита. Вторая, третья защита бронежилетов. Короче, по сути, он... В основном мы свои бронежилеты снимаем и берем вагнеровские бронежилеты. Они вам дают их? С 200-х. С 200-х? Да. Их бронежилеты намного лучше. У них 4 класса. Я правильно понимаю, вы, по сути, мародерите 200-х, чтобы одеться, чтобы выжить? Ну, называем все своими именами. Да. Ну, то есть, хорошо, давайте уберем слово мародерите, хотя оно уместно. Увидели только... что-то полезное на 200-м, забираете да, себе. Да. Ну, в основном бронежилет, там, оружие. Бронежилеты, оружие, да. магазины, там, Да. всякие держатели, там, турникеты. Или нету этого всего? Турникетов нету? У нас просто автомат. А аптечка? Бинт и жгут. И наркотик этот, как там, Промедол. Промедол. Все. И то не у всех даже есть. Не у всех? Обезболивающие? Да. Сколько у вас человек было на этом участке? Ну вот на нашей позиции 10 человек, потом еще стоял второй бат, там тоже 10 человек, и Ахмат стоял 10 человек. Вот. И Вагнер стоял. Что вы думаете, с вами будет, когда вас поменяют? Ну, скорее всего, что, наверное, подлечат и снова отправят. И вы? Либо дадут сначала хороших тумаков. Это
100%, наверное, будет происходить это. Это точно дадут. По-любому. За что? Нынче время такое. Даже своих друг друга бьют. У вас были между собой там неуставные отношения? Видел. Как друг друга метелили? Да. А за что? За отказ идти на позицию. Командир приказывал бойцу иди на позицию, а тот говорил не пойду. Я не пойду. Чего он не хотел идти? Видимо, понимал, куда идет. И что ему командир? Офицер, вы знаете, звание не знаете. Отводит в штаб. Там дают пизды. И что дальше? Разворужают его. И он, получается, начинает носить там БК, продукты питания. Как бы, уже нет... Хотя бы не убьют. Ну да. По сути, цель достигнута. Многие, кто попадает под ранение, становятся очень счастливыми. Люди счастливы быть ранеными, чтобы уехать? Да. Себя тут кто-то трехсотил? Не с наших, но видел с другой организации. С Вагнера? Да. Как они это делают? Постреливали много себе. Сами? Да. Много таких? 2 видел. Лично. Ну, насколько говорили другие, определить легко, самострел это или не самострел. Пока довезут, сразу не определят. Ага. Это уже когда в госпитале, там уже могут сказать. А так ты же не скажешь. Ты забинтованный, тебя довезли. А там уже как договоришься. Многие кто договариваются, чтобы уже не попадать. Это видео увидит, скорее всего, много человек. Хотели бы вы что-то передать? Сказал бы многим людям, чтобы не шли воевать. Это не их, это не наша война вообще. Это не наша. Кто хочет легких денег, они их не получат просто. Нету легких денег. Это смерть. Вы же понимаете разницу между вами и нами? Между нашими военными и вашими военными? Я это видел все. Мне это в достатке. Я просто вижу, как это все происходит. Когда попадают конкретный артобстрел, и когда просто, когда просто люди погибают на маленьком артобстреле, даже вот таком может человек 20 погибнуть, как в комнате на такой позиции. Понятно. За что? За 100, за 200 тысяч? Понятно. Спасибо за беседу. И вам спасибо. А я попадаю там в камеру? Я Смотрите, не готов был говорить, записываю на iPhone, звук, скорее всего, плохой. Прошу прощения за это, попробую в редакторе подогнать. Нестандартный формат для нас, потому что мы обычно вдвоем беседуем, видно нас вдвоем, и эмоции видно. Человек звонить не будет по определенным обстоятельствам, это как бы тоже есть обстоятельства, по которым он не будет звонить. Вот как-то так. Спасибо за беседу. Сигарету, да, сейчас покурить.